Всем привет, друзья! С вами НС, и это полная контра. 8-й выпуск будет посвящен брудмазам. Брудмать — это один из тех героев, против которых нужен целый набор грамотных мер. Иначе она не даст жизни нам сначала на линии, а потом и в игре. Сильный игрок на кормящей и фармящей брудмамке — это настоящая напасть. Но у меня в рукаве есть несколько приемов против нее. Так что в беде я вас не оставлю. Самая главная задача в игре против бруды — это нейтрализовать ее на старте прямо на линии. Если бруда побеждает на линии, то она становится неудержимой, и бороться с ней крайне тяжело. Обычно здесь многие и сыпятся. Против бруды приходят какие-то персонажи без АОЕ-спилов, слабые саппорты или два милишника. В итоге бруда чувствует себя отлично и становится настоящей проблемой в игре. Есть два действенных способа победить бруду на линии. Способ первый и, на мой взгляд, самый простой и эффективный — поставить против бруды на линию одного героя, который сильнее, чем она. Среди таких героев Тайтхантер, Акс, Дарксир и Сэндкинг. Тайтхантер совершенно не чувствует пауков за счет своей пассивки. К тому же он может очень успешно их фармить якорем. От якоря страдает и сама бруда. В итоге бруда против Тайтхантера совершенно не может пушить линию, подчас даже стоять на ней ей тяжело. Акс похож на Тайтхантера. Опять же, пауки для него — это просто фарм. Драться с Аксом вроде тоже нет никакой возможности, Каунтер Хеликс слишком сильная штука против мили-героев. Дарксиру не просто пофиг на пуш бруды, напротив, на линии он пушит бруду. Щиты убивают пауков и не дают самой бруде подходить к крипам. Сэндкинг чуть слабее первых трех, однако тоже чувствует себя неплохо на линии за счет песка и пассивки. Всем этим четверым не нужны никакие помощники на линии, то есть нужно стоять именно один на один, тогда проблем вы знать не будете. Конечно, рано или поздно с линии уйти придется, и тогда бруда начнет свой пуш. Однако абсолютно не важно, сколько пауков она наплодила. Любой из этих героев всегда может вернуться на линию, убить всех пауков, заработать кучу денег и остановить пуш. Способ второй — убивать бруду. При такой игре нужны правильные герои и правильные действия. Против бруды желательно ставить 3 персонажей, так как вдвоем убить ее крайне тяжело. Подбирайте персонажей с большим уроном и длительными станами. Вот вам несколько рабочих линий. Бэйн, Лишрак и Свен. Получив сон, бруда даже не сможет выйти из стана и погибнет. Shadow Demon, Dazzle и House Knight. После дизрапшена лечим иллюзии бруды, дополняем все это станом House Knight'а. Бруде не выжить. Огр-маг, Shadow Shaman и Wraith King. Рейндж стана Огр-мага достаточно велик, чтобы зацепить бруду. Дальше ловим паучиху в сеть, а завершаем станом Wraith King'а. Существуют и другие связки, да и внутри этих вы легко можете менять персонажей. Главное, помните, что вам нужны всяческие станы, замедления и нюки, чтобы бруда не имела никаких шансов от вас уйти. На подобной линии очень важен верный закуп. Нужно приобрести сентри, на всякий случай желательно еще взять Даст. Также вам нужно много Clarity маны. Такие герои как Бэйн, House Knight, Wraith King и многие другие имеют собственные маны буквально на одно заклинание. Даже если вы убьете бруду, то она вернется. И если у вас уже не будет маны на заклинание, то она будет чувствовать себя очень хорошо. Второй способ много труднее первого и больше подходит для тимплейной игры, так как все 3 парней на линии должны четко понимать, что, зачем и почему они делают. Обязательно нужно сказать про то, как именно нужно действовать против бруды. Для начала поставьте на линию сентри. Не ставьте сентри на открытой местности. Если бруда играет хорошо, то у нее тоже будут сентри, и она сможет легко уничтожить ваши при помощи танга. Старайтесь маскировать сентри в лесах. Отличным дополнением сентри варда будет поставленный обсервер. Связка обсервера и сентри позволит постоянно видеть перемещение бруды в сетках. Особенно полезно это становится ночью. Вижен героев сильно снижается ночью, но это не касается обсерверов. Вам совершенно не обязательно постоянно убивать бруду. Главное, чтобы у вас была такая потенциальная возможность. В таком случае паук будет бояться вас и терпеть у своей вышки. Если бруда подставляется, то убиваем ее. Если нет, то динаем крипов и просто не даем ей подходить к опыту. Старайтесь не пушить линию, чтобы бруда не получила бесплатный опыт под своей вышкой. Делается это усиленным динаем своих крипов втроем. Начинаем бить по своим крипам, как только у них остается меньше половины хитпоинтов.
Чужих крипов оставляем добивать кэрри. Идеальная цель — оставить бруду первого уровня на долгое время. Если бруда будет первого уровня, а все наши 3 героя получат второй, то на убийство бруды будет хватать уже и 2 персонажей, а третий сможет спокойно уйти в ганге. Итак, мы рассмотрели 2 игровые возможности законтрить бруду конкретно на ее линии. Но не всегда вы стоите на линии с брудой, а проблемой она может стать абсолютно для всех. Поэтому давайте также рассмотрим и других героев, которые эффективны против бруды. Основной проблемой с брудой, особенно когда она сломала первую вышку, является то, что она захватывает лес, фармит его, прячется по кустам, и выкурить оттуда ее крайне тяжело. Одним из идеальных бойцов против бруды является Бестмастер. Нам будет нужен блинк, гем и какой-то напарник, который поможет прикончить мерзкого паука. Запускаем птичку в лес, ставим ее где-то по центру, над какими-то деревьями. Заходим в лес, в идеале под смоком. От такого Бестмастера спрятаться бруде негде. Даже если она сидит в лесу, мы ее увидим благодаря птице. Станем и легко убиваем. Очень хорош Баунти Хантер. Он может легко выследить бруду и повесить на нее трек. Таким образом, бруда станет видимой и уязвимой. Неплох Спирит Брейкер. В любой момент, увидев бруду на карте, он может применить на нее чардж. Куда бы ни побежала бруда, мы будем видеть ее перемещение. Естественно, Склардар тоже отличный персонаж благодаря своему ультимейту. Ну и конечно, если в вашей команде мало АОЕ спилов, не пренебрегайте возможностью взять любого героя с АОЕ, чтобы была возможность быстро убивать пауков бруды. Если ни одного такого героя в команде не окажется, можете считать, что вы уже проиграли. Среди таких персонажей Шейкер, Легион Командер, Тимбер Соул, Лишрак, Лина, Герокоптер, Джакира, Квин оф Пейн, Пак и Котл. Последняя часть контры посвящена вардингу. Если бруда захватила ваши леса и безнаказанно там фармит, есть один прекрасный способ, чтобы ее притормозить. Просто забаньте лесные спавны в собственном лесу. При помощи вардов забаньте хотя бы часть, и бруда будет набирать предметы намного медленнее. К тому же, благодаря этим вардам мы часто будем видеть и саму бруду, а значит поймать ее станет гораздо проще. Не забывайте и о вардах на краю карты. Ставьте туда сразу и обсервер, и сентри. Бруда очень любит ползать по лесам на краю карты, и подобные варды очень сильно могут помочь схватить ее за лапки. Но все-таки самое главное — это не дать бруде хорошей жизни на старте. Если вы победите бруду на старте, то и потом в игре она будет не так опасна. Ну вот, паучок, тебе и конец пришел, давай вали отсюда. Пользуйтесь советами на практике, и вы не будете знать поражений против бруды. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, рассказывайте о видео друзьям. С вами был НС, пока. We'll be right back.